Сегодня мы разберем 409 главу Героики, в которой Бакуга продемонстрирует новое применение его взрывной причуды. Оказывается, он с самого начала знал, как победить противника и ждал нужного момента. Такого я точно не ожидал увидеть, так что погнали разбирать данную главу. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 409 глава манги моей Геройской Академии, и переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 409 главы. Повествование неожиданно начинается с того, что нам показывают рождение Кацуки Бакуга с подзаголовком «Мальчик, который вырос в любящей семье». И может быть именно поэтому Бакуга в конечном счете и стал противником ВЗО, того, кого презирали с самого момента рождения. Также было быстро показано, насколько Кацуки вырос как личность от момента сражения с Мидорией и до нынешнего, где он оставил былые предрассудки и желает всего добиться своей собственной причудой, не являясь при этом обузой для Изуку, от которого он не желает отставать в плане потенциала. И затем мы вновь переносимся в момент накопления в ИЗО огромного количества энергии, благодаря высвобождению всех имеющихся факторов причуд. Всемогущий все еще пытался докричаться к Бакуга для того, чтобы тот не шел на рожон и уклонился от этой атаки противника. И опасения Тошинори подтвердились, поскольку один только рывок все за одного разрушил близлежащее здание и отбросил самого Всемогущего. Однако Бакуга, несмотря ни на что, все равно решил встретить противника, всецело полагаясь на свою причуду взрыва. И то, что произойдет далее, вас шокирует. Летящая на огромной скорости туша антагониста взрывается и тут же, сбиваясь со своей траектории, падает плашмяком прямиком на землю. Вот только Кацуки при этом даже с места не сдвинулся и даже не атаковал его в этот момент. А случилось это с ВЗО, потому что Качан пытался нивелировать воздействие дождя на свою причуду, из-за которого сила его взрывов уменьшается. Поэтому он сумел как-то покрыть взрывающиеся капли тонкой защитной пленкой собственного пота, которые в момент его стремительной атаки на ВЗО попали ему внутрь организма через рот. Вот только сам Кацуки никак не воздействовал на эти взрывные капли, говоря, что они сами взорвались из-за какого-то другого раздражителя. Я просто поражаюсь тому, что сейчас вытворяет Бакуга. Скорее всего, как я и предполагал в прошлом ролике, если бы противник промчался сквозь него, Кацуки не смог бы выжить. Однако из-за того, что он сбрасывал взрывные капли во время этого боя, часть из них смогли попасть внутрь тела ВЗО, которые из-за смешивания с обычным потом стали бомбой замедленного действия. Но опять-таки, взорвись они позже, Кацуки был бы конец, а так они на удивление подействовали как раз таки в нужный момент. Но также это может быть никакой не случайностью, и далее вы поймете почему. Сам же антагонист был просто в ярости от того, что кто-то вроде него, по его словам герой второго плана, посмел ставить ему палки в колеса в его же истории. А вот только все за одного не сдавался, ибо хоть его предыдущее накопление энергии ушло в никуда, ему всего лишь нужно было повторить это снова, и он достигнет своей цели, говоря своему оппоненту, чтобы такой статист убирался с его пути. Однако, пока ВЗО собирался с мыслями после внезапного взрыва, дабы не позволить ему сделать следующий ход, Бакуга тут же атакует противника ударом гаубицы, нанося нехилый такой урон. Но тут уже, видимо, действие адреналина заканчивалось, и Кацуки начинал понемногу приходить в себя, поскольку боль стала ощущаться все жестче. Вот только на этом он не останавливался и продолжил неистовую серию взрывных атак, подбираясь все ближе и ближе к противнику, говоря, чтобы ВЗО наконец-таки закрыл свой рот, поскольку весь этот мир был вовсе не его историей, это была их история. В момент серии этих атак все за одного пытался как-то противостоять взрывному напору Бакуга, но никак не мог. Да и в целом вся его украденная совокупность факторов причуд перестала
работать должным образом. Изначально антагонисту казалось, что все это произошло из-за того, что он стал слишком юным и хрупким. Однако далее, внутри своего сознания, он встретился с фактором причуды ястреба, который и сообщил ВЗО, что причуды перестали его слушаться из-за того, что он слишком поддался эмоциям и потерял контроль над собой, и вследствие его некий авторитет, которым он подавлял множество причуд, ослабел, и они перестали его слушаться. И именно поэтому в тот момент, когда все за одного хотел призвать к себе Томуру, тот подавил своего учителя, но тот еще подливал масло в огонь и сам фактор причуды ястреба, который подмял под себя большинство причуд, не боявшихся больше ВЗО. И мне кажется, что именно эти бесконтрольные факторы, возможно даже под влиянием причуды ястреба, и повлияли на взрывные капли Бакуга внутри тела антагониста, ибо все произошло на удивление слишком удачно, и как мне кажется, именно своевольство причуд и сдетонировало взрывные капли, так что сила, которую ВЗО накапливал, отбирая ее у других, в итоге стала его осиновым колом. И эта вся совокупность и битва бронированного всемогущего, старателя, остальных героев, да вот даже причуда ястреба, будучи не в своего тела, все еще противостоит злодею. И все это, в том числе выкладывание Акацуки на полную, позволило ему так сильно искромсать противника и в конечном итоге мощным взрывом по башке ВЗО впечатать его в землю. Картина эта была безусловно впечатляющая, и все остальные, кто наблюдал за этим сражением, были шокированы происходящему. Но вот Йоичи был каким-то грустным, видать он все еще любил своего старшего брата, но и сам прекрасно понимал, что по-другому его не остановить. Однако ВЗО не был окончательно побежден, хоть Бакуга и сказал, что противнику точно конец. Но на все за одного все еще действует откат времени, а значит из-за полученного урона он снова помолодеет. Вот только как он будет сражаться, пока непонятно, ибо если злодей ничего не предпримет, то его так и сольют. А все это из-за того, что ему захотелось поиграть и сразиться со всемогущим. Честно, хочется, чтобы ВЗО все же что-то выкинул, и если ему так и не удастся добраться к Шигараке, то сделать хотя бы его кончину не такой жалкой, а то былой авторитет устрашающего антагониста совсем потерян. Я пока даже не знаю, что он в силах сделать в своем нынешнем состоянии, так что пишите свои варианты в комментариях. А пока на этом все, ждем следующую главу. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my magic ball. Take the charge. I'm letting you what the fuck. Look at my magic ball.